Всем привет! Добро пожаловать на второй плановый урок по C-коду от C-Code Education Team. В этом ролике вы узнаете про то, какие бывают виды блоков в C-коде, в какой очередности выполняется код вашего проекта, что такое синхронные и асинхронные блоки и в чем они отличаются. А также вы узнаете о концепции работы с любыми объектами, будь то текст, группа или виджет. Помимо прочего, мы поверхностно разберем функционал вкладок блоков. Приятного просмотра! Виды блоков. В C-коде все скрипты состоят из блоков, но для полноценного написания кода надо понимать, какие бывают виды блоков в C-коде. Начнем с самого первого вида, без которого невозможно функционирование остальных блоков. Событийные блоки. Они определяют, когда будут выполняться другие блоки. Также событийные блоки можно назвать функциями, так как они выполняют весь размещенный в них код при их вызове. Приведу несколько примеров. Блок при старте выполняет весь помещенный в него код при запуске проекта. Блок «Создать функцию» выполняет помещенный в него код при вызове этой функции в любое время из любого места в коде. Блок «Палец прикасается к экрану» выполняет помещенный в него код каждый раз, когда палец касается экрана. Заметили сходство? Если нет, то ничего страшного, сейчас я его вам покажу. Во всех этих блоках есть какое-либо условие, при котором происходит выполнение помещенных в событии блоков, будь то запуск проекта, вызов функции напрямую или касание экрана. То есть события выполняют весь помещенный в них код при происхождении какого-либо происшествия. Есть как напрямую блоки функций, так и блоки функций, которые автоматически вызываются при соблюдении каких-либо условий. Такие события еще называют слушателями. Слушатели каждый кадр проверяют условия события на истинность и при успехе вызывают выполнение помещенного в них кода. Далее следует рассмотреть блоки действий, или же обычные исполнительные блоки. Эти блоки являются самыми часто используемыми и понятными для новичков, так как всего лишь выполняют какое-либо действие, например, создание объекта или проигрывание музыки. На них мы останавливаться не будем, так как ничего, кроме создания или изменения чего-либо в процессе выполнения кода, они не делают. Но без них код бы ничего не исполнял. Третьим видом блоков являются условные блоки. Они выделены в отдельный вид, так как являются очень важной составляющей проекта. В параметре условия вы прописываете логическое уравнение, при истинности которого будет выполнен код, располагаемый после условия и перед его концом, или конструкция «иначе если». Конструкция «иначе если» нужна, если вы хотите не просто проверить какое-либо условие, но и проверить другое условие на истинность и выполнять другой код, если предыдущее условие оказалось ложным. И в заключение расскажу вам про блоки циклов. Они, как и условия, могут содержать в себе другие блоки, которые будут вызываться несколько раз. Само слово «цикл» означает замкнутое повторение. Такие блоки, как «вечно», «повторителен раз», «цикл», «повторять пока условие истинно», «пройтись по всем элементам таблицы», «таймер» и «таймер с именем» являются цикличными. В цикличных блоках главный элемент – возможность повторения блоков, помещенных в него несколько раз. Очередность выполнения кода. Все скрипты в C-коде выполняются последовательно. Чем выше в списке скрипт, тем первее в порядке на выполнение его код. Внутри скриптов также есть последовательность выполнения по событиям. Чем выше событие, тем первее оно выполнится. Относится к блоку при старте. И внутри каждого события последовательно выполняются блоки, как и везде, от верхнего к нижнему. Стоит отдельно уточнить, что если в коде синхронный цикл, то пока он не выполнится, блоки за ним выполняться не будут. Поэтому важно, чтобы цикл имел конец. Асинхронный же цикл не будет тормозить выполнение последующих блоков до своего завершения. Подробнее про синхронность и асинхронность далее. Синхронные и асинхронные блоки. Что такое синхронность и асинхронность, и в чем между ними разница? Давайте разбираться. За синхронность принимают исполнение кода без задержек и возможности исполнить другой код параллельно текущему. Приведу пример. Вы считаете, сколько продуктов вам надо купить в магазине. В этот момент вам звонит ваш друг и просит заодно купить ему шоколадку. Но так как вы синхронно выполняете подсчет, друг не может до вас дозвониться, и вы не берете трубку. И только после того, как вы закончите свои дела, друг сможет до вас дозвониться. Асинхронность отличается тем, что код выполняется не за один подход, а отделенно на части, и между этими частями есть задержка. В C-коде минимум один кадр. Как раз в промежуток между частями до вас может дозвониться ваш друг, и вы добавите в свой список шоколадку. Но времени на выполнение задачи по подсчету уйдет больше, так как вы делаете между частями перерыв, отвлекаясь на звонок от друга. Что такое кадры?
Программа, написанная на C-Code, имеет частоту обновления экрана 60 Гц, или же кадров в секунду, или же FPS. Задержка между повторениями асинхронных блоков является минимум 1 кадров. Для этого укажите в параметр времени значение 0, то есть блок будет выполняться с каждым обновлением экрана. Концепция работы с объектами. Для того, чтобы во время работы в C-Code у вас не возникало проблем с тем, что у вас не появляются объекты, не меняется их позиция и так далее, я вам объясню концепцию работы с ними. Концепция заключается в следующем. Для того, чтобы с чем-то работать, надо сначала это создать. Приведу несколько примеров. Для того, чтобы настроить проект, вы должны его создать. Для того, чтобы добавить блок, у вас должен быть скрипт. Для того, чтобы использовать текстуры, надо сначала добавить их в C-Code. Для объектов, текстов, групп, виджетов и всего, что вы можете использовать в C-Code, правило аналогично. Важно понять, что добавляя картинку в спрайты, вы не создаете сам объект. Вы лишь добавляете спрайт для того, чтобы в скрипте на его основе создать один или несколько объектов. Для того, чтобы изменять как-либо объект, надо сначала его создать. И создание должно идти раньше, чем настройка объекта. О том, как работает очередность выполнения кода, мы с вами говорили, так что тут ясно. Вам необходимо запомнить, что спрайты — это не объекты, а лишь картинки, на основе которых можно создать эти объекты. И создавать, взаимодействовать с объектами надо в последовательности. Функционал категорий. Разберем все категории блоков по порядку. Все блоки. Категория, в которой находятся все существующие в C-Code блоки. В начале списка представлены самые нужные для новичков блоки. Далее идут блоки по порядку, по категориям. После загрузки всех блоков вверху в категории появляется поисковая строка. Удобно, когда вам надо найти блок по части его названия. События. В данной категории находятся все событийные блоки, существующие в C-Code. Они разделены на две категории лишь для удобного их нахождения. Данные и текст. Здесь находятся блоки для работы с переменными, таблицами, массивами, текстами, а также блоки «Сохранить значение» и «Установить сид рандома». Объекты и фильтры. В первой подкатегории находятся блоки для работы с объектами. Во второй находятся блоки для наложения на объектов различных фильтров, например, размытие или виньетка. Медиа и файлы. Первая подкатегория нужна для работы со звуками и видео, а вторая для работы с файлами. Управление. Самая хаотичная категория. Разбита на 3 части, как и в случае с событиями, чисто для удобства. Имеет в себе условные циклические блоки. Блоки вызова функций, установки слушателей, переключения мультикасаний, всплывающих уведомлений, API-методы, настройки фона, ориентации проекта, работы с буфером и так далее. Физика. Категория говорит сама за себя. В первом разделе вы можете задать хитбоксы, тип тела и другие основные настройки физики для объектов. Во втором вы можете детальнее настроить отдельные параметры. И в третьем использовать физические соединения. Очень мощное дополнение к обычной физике объектов. Переходы и частицы. Переходами или же плавными блоками называют плавные изменения параметров для объектов, текстов и других элементов в C-Code. В этой категории также располагаются частицы. Вы можете использовать как встроенные, так и создать свои собственные частицы. Группы и теги. Группы представляют собой отдельную координатную сетку, в которую помещается объект. Перемещение группы будет изменять позицию объекта лишь визуально. Физическое тело группой не сдвинется. Теги — это умный цикл, который проходится по добавленным в него объектам и изменяет их параметры. Двигает физические тела, как и обычное перемещение. Текстуры и фигуры. Объектами могут являться не только изображения, но и фигуры, не имеющие текстуры. Любому объекту, будь то изображение или фигура, можно изменить текстуру блоком из этой категории. Также тут представлены градиенты и растровые текстуры. Об этом в следующих роликах. Виджеты. Возможность создать скролл, текстовые поля, слайдеры и другие элементы Android. Снапшоты и камера. Снапшоты представляют собой объединение нескольких объектов, текстов и так далее в единую картинку для оптимизации проекта. Камера представляет собой возможность перемещения видимой на экране зоны к какому-либо месту. Работает на группах. Интернет. Нужен для работы с запросами, передачи данных через локальную сеть или Bluetooth, подключению к Firebase. Анимации и маски. Анимации можно создавать для объектов, используя спрайт-листы и блоки анимаций. При таком раскладе важно создавать объекты из частей спрайта. Маски представляют собой настройку прозрачности для определенного объекта, наложив на него черно-белую текстуру, определяющие зоны прозрачности. Свои блоки. По умолчанию пустой раздел, создан для ваших личных блоков и блоков от других авторов. Свои блоки экспортируются вместе с проектом, то есть каждый, кто импортирует ваш проект, получит и ваши блоки, которые в нем использовались.
На заключение. Наш урок подходит к концу. Если вы хотите больше обучающего контента с классной подачей, подпишитесь на этот канал и поставьте ролику лайк. Это сильно поможет продвижению и даст нам мотивацию на дальнейшую деятельность. Если вы хотите пообщаться со мной или моей командой, переходите на мой Discord сервер, там уютно. Ссылка в комментариях и в описании канала. Ролик смонтировал Fly Designer. Fly, спасибо, что участвуешь в проекте.